Приветствую всех! Если вы смотрите это видео, значит, две версии музыки к фильму «Профессионал» вам показались простыми. Мы их разобрали в первом видео. Ну что же, переходим к третьей версии. Аккордовая цепочка была разобрана также в предыдущем видео. Ну, об аккордах я буду говорить. Аккорды не изменились, изменилось арпеджио. Итак, арпеджио будет таким. Аккорд ля минор, ноты ля, до, ми, а играть мы их будем вот так. Ля, ми, ля, до, ля, ми. И второй раз. Также. Вы заметили аппликатуру, я играю пятый, второй, первый, второй. И затем разворачиваю кисть и возвращаюсь по тем же клавишам, теми же пальцами. Можно играть другой аппликатурой. Вот так. Она, мне кажется, менее удобной, зависит от размера рук. Итак, первый такт я еще раз сыграю. Ля, ми, ля, до, ля, ми. Повторяем. Следующий такт, та же самая структура от ноты соль. Соль, ре, соль, си, соль, ре. И второй раз то же самое. Третий такт, аккорд фа мажор, та же самая структура. Фа, до, фа, ля, фа, до. Повторяем. Следующий такт ре минор от ноты ре, ля, ре, фа, ре, ля. А вот затем аккорд меняется, это соль мажор. Соль, ре, соль, си, соль, ре. Следующий такт аккорд до мажор, до, соль, до, ми, до, соль и еще один раз. Затем аккорд фа мажор, фа, до, фа, ля, фа, до. Переходим на аккорд ре минор. Ре, ля, ре, фа, ре, ля. Следующий аккорд ми, ля, си. Помните по первому видео. Здесь мы будем играть таким образом. Структура арпеджио немножко меняется. Ми, ля, си, ми, си, ля. Таким же образом. И следующий аккорд ми мажор. Ми, соль, диез, си, ми, си, соль, диез. Заметили разницу в игре арпеджио? Эти два такта немножко отличаются. И переходим ко второй фразе. Она начинается таким же образом. Ля минор, и мы играем. Соль мажор. Фа мажор. Ре минор. Соль мажор. До мажор. Пока еще ничего не изменилось по сравнению с предыдущей фразой. Фа мажор. А вот здесь, внимание, мы остаемся на фа мажоре. Си. Аккорд уменьшенный от ноты си. Си, ре, фа, си, фа, ре. Затем аккорд ми мажор, мы его уже играли. Ми, си, ми, соль, диез, ми, си. И повторяем. И аккорд ля минор. Ля, ми, ля, до, ля, ми. Вот такая левая рука. Правую руку мы разобрали в предыдущем видео, поэтому я сразу же буду играть медленно с начала до конца.
Вот такая третья версия. Что здесь может быть сложно? Это ритм, повторяющийся 3 раза. Я уже объясняла, как над ним работать в предыдущем видео, но напомню, что надо считать. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Левую руку мы считаем таким образом, а правую 1 и 2 и 3 и 1 и 2 и 3. И падает на 16-ю, как правило, которая не играется одновременно с левой рукой. Если медленно сыграть, я сейчас сыграю. Вот таким образом. И затем еще 2 раза похожий ритм. Над ним надо отдельно поработать, отдельными руками поработайте, а потом соедините вместе. Итак, что же мы можем перейти к 4-й версии? В 4-й версии меняется аккомпанемент, и здесь я предлагаю сыграть длинный арпеджио. Длинный арпеджио – это значит, что мы начинаем аккорд ля минор ля, до, ми, но потом мы продолжим еще ля, до, ми до следующей ноты ля. Вот послушайте, как это будет звучать. Вот такое длинное арпеджио. Я вам советую поиграть без педали, потому что без педали вы услышите все недостатки, а сложность в том, чтобы играть легато, подкладывая первый палец. И это довольно непросто. Ну что ж, начнем и с самого начала пройдемся по длинным арпеджио. Аккорд ля минор и начинаю. Ля, до, ми, ля, до, ми, ля, ми, до, ля, ми, до. Соль мажор. Соль, си, ре, соль, си, ре, си, соль, ре, си, фа мажор, фа, ля, до, до, ля, ре минор. А вот здесь меняется аккорд соль мажор, соль, си, ре. Заметили, этот такт немножко особенный. Следующий такт. Аккорд до мажор. До, ми, соль, до, соль, ми. Внимание, следующий такт. Сначала фа мажор, фа, ля, до. И сразу же на ре минор, ре, фа, ля. Следующий такт. Ми, ля, си. Ми, ля, си, ми, си, ля. Ми мажор, ми, соль, диез, си, ми, соль, диез, си, ми, си, соль, диез, ми, си, соль, диез. Напоминаю, написан соль диез перед одной нотой, выше на октаву тоже написан, а вот когда спускаемся, уже не написано, потому что диез остается в силе до конца такта для всех нот соль. И продолжаем. Вторая фраза также начинается, как и предыдущая. Аккорд соль мажор, фа мажор, ре минор, соль мажор, до мажор, фа мажор, си, ре, фа, уменьшенный аккорд, ми мажор, ми, соль, диез, си, ми, соль, диез, си, ми, си, соль, диез, ми, си, соль, диез и ля минор. Ля, до, ми, ля, до, ми, ля, ми, до, ля, ми, до, ля. Поиграйте медленно эти арпеджио, стараясь играть очень связно и плавно, и очень ровно, ритмически, без остановок, без рывков. И затем поиграйте с педалью. И добавляем правую руку. В первом видео я сказала, что мы не будем менять правую руку. А вот сейчас я думаю, что мы можем немножечко изменить, чтобы звучало еще более богато. Что я предлагаю изменить? Во второй фразе вместо нот, как мы играем, ми, ми, ре, до, ре, сыграть эти же ноты в октаву. И продолжаем также в октаву,
А вот здесь можно вернуться к первоначальной версии и закончить, как написано в нотах. Ну, это такой вариант, чтобы немножко поднять интенсивность звука и накал эмоциональный. И прежде чем я сыграю четвертую версию, я бы хотела вам сказать, почему я предлагаю разные типы аккомпанементов и их поработать. Потому что вы можете их использовать в другой музыке, в аккомпанементе любой другой песни, если у нее трехдольный размер, конечно, можно использовать любой из этих аккомпанементов. А кроме того, можно их использовать в одном и том же произведении. Например, один раз вы сыграли версию номер 2, а потом делаете репризу и повторяете еще раз более сложную версию. Вот такие варианты с этими арпеджио очень универсальные и всегда полезно уметь их играть. Ну что же, я сыграю четвертую версию нашего произведения и добавлю октавы в правой руке во второй части.